Есть у нас списочек небольшой, и вот хотим, чтобы вы сейчас вывели на экран и показали вам. Трамп уронит нефть до $40. Чем это грозит РФ? Рухнет ли рубль? Трамп обрушит цены на нефть до $40. Когда за 40? Сможет ли Трамп радикально снизить цены на нефть? По мнению Goldman Sachs, Трамп выступает за цену на нефть в $40-50 за баррель. Это, собственно говоря, с сентября 2024 года, когда Дональд Трамп сказал, что $40, вот прям, это хорошая цена, это хорошая цена. И эти 40 были еще 40 и после лихого захвата Мадуро. О, нет, Они, ну там... они стали совсем 40-40. Да, скоро Венесуэла зальет весь мир нефтью. Ну, как известно, там вообще, знаете, такая богатая страна. Воткнешь палку в землю, сразу нефтяной фонтан. Поэтому бочки подставляем. Поэтому, видимо, опасно заниматься сельским хозяйством. Лопату втыкаешь, да что ж такое? Вот. Так вот. Все это было. Мы этого опасались, мы это анализировали. Будет 40 или все-таки 42, если повезет. Да. Ну, последняя публикация, кстати, вот это со ссылкой на Goldman Sachs, а это май 2025 года. Люди сели, посчитали, сказали, вот мы прочитали соцсети Дональда Трампа. Бедные люди. Как они вообще живы после этого остались? И мы поняли, что на самом деле ему хочется $40-50 за баррель. Так вот эта публикация сегодня смотрится особенно прекрасно. Давайте прям скриншотик посмотрим. Нет. Вот прям следующая, где картиночка у нас с этой публикацией. Да. Посмотрите на число, которое обведено красненьким. Это цена нефти WTI, североамериканский эталон, по состоянию на пятницу, которая была буквально позавчера. 90 почти что $1 за баррель. Мне кажется, прекрасно сочетается. Результат неплохой. Если сложить 40 и 50, что получается? Да. То есть, в принципе, хотя здесь минус, поэтому я нахожусь в некотором затруднительном положении. Возможно, действительно, Bloomberg, когда писали свой текст, они забыли, что там не дефис, не минус, а плюсик должен быть, и тогда все хорошо. Он выступает за цену на нефть в 40 плюс $50 за баррель. И вот, смотрите, как здорово получается. Под конец недели, собственно говоря, Brent, тут мы WTI видим, а Brent достигла отметки в $92.69. Это за сутки 8,5% прироста. Вот, красивый график. Да, кстати, если вдруг вы первый раз смотрите нашу программу, у нас графики, схемы, таблицы изобильно обычно представлены, поэтому готовьтесь дальше. Дальше у нас после этого графика, это, собственно говоря, цена нефти марки Brent. Как видите, она почему-то растет. Пока она отдыхает. Суббота-воскресенье отдыхаем. То есть не будет расти. Странно. Прям даже пугающе. А давайте сразу табличку, раз уж на то пошло. Потому что повышение ведь не только цены нефти марки Brent касается. Вот смесь Urals 27 февраля у нас стоила $57,8 за баррель. А сейчас давайте найдем Urals, это вторая строчка снизу. Почти $72. Притом это 3 дня назад. То есть публикация этих данных идет с некоторым временным лагом. Как правило, от 2 до 4 дней. Посмотрим, как там в понедельник данные обновятся, как во вторник. Так что, да, если что, Urals – это основной экспортный сорт, который отправляет на внешние рынки Российская Федерация. По меньшей мере, через наши западные порты. Через наши западные порты, через наши южные порты, да. Приморск, Усть-Луга, Новороссийск – главные наши артерии, через которые Urals идет. Собственно говоря, пока, конечно, не 80, не 90, хотя отдельные сообщения, насколько я помню, говорят о продаже некоторых партий нефти марки Urals по цене выше Brent. Brent, она где-то, и ее мало, а Urals, она здесь, и она физически присутствует. Поэтому можно кривляться, можно что угодно делать, но с одной стороны у вас нефти нет, а с другой стороны у вас нефть есть. Выбирайте. Можете купить дешевле ту, которой нет, а можете дороже ту, которая есть. Вот. Несколько, конечно, получается цинично, но так уж у нас ситуация складывается. Кстати, если посмотреть на некоторые заявления, которые в последнее время слышны, то американцы это все затеяли, чтобы свою нефть дороже продавать. Это все здорово, но если следовать этой логике, то кто у нас самый большой молодец? Кто больше всего получает выгоды от происходящего? Очевидно, Объединенные Арабские Эмираты. Вон 3-я строчка сверху. Это их эталон.
Выше $100, дороже всех. Правда, купить невозможно и получить, но... Ну, Оман вот в процентах очень хорошо растет. Ну, мне кажется, вот кто-то из них стоит за этим всем. Ну, так вот. При этом надо отметить, что эффект пока краткосрочный. Физически нефть есть в закромах. Многие страны, входящие в состав Международного энергетического агентства, в соответствии с его рекомендациями, имеют запасы не менее чем на 90 дней. То есть импортозависимая страна должна иметь резервы нефти такие, которые позволят ей без внешних поступлений продержаться 90 дней. Многие эксперты считают, что Китайская Народная Республика способна продержаться вообще полгода. Просто она никогда не раскрывала полные данные о своих резервуарах с нефтью. Так что пока идет психологический эффект. Сокращения, насколько можно судить по прессе, произошли только в Ираке на некоторых месторождениях. И, по-моему, Оман начал прикрывать. Кувейт, Оман, Ирак, да, Саудовская Аравия сейчас находится в некотором переходном, но она не раскрывает данные, там не ясно, что происходит. Кстати, Соединенных Штатов, если исходить из текущего потребления, текущего уровня стратегических запасов, на 20 дней хватит. Это если продолжать в гусарском режиме потреблять нефть. Правда, последние баррели будет тяжело извлекать, но это, знаете ли... Как в таких случаях говорил Джо Байден, верной дорогой идете, товарищи. Да? Это он? Ну, что ж, хорошо. Так вот, понятно, из-за чего все это дело произошло. Ормузский пролив, нам тут уже вот пишут, что страны залива, входящие в ОПЕК, сейчас недееспособные. ОПЕК плюс развалился, мы остались одни. Задают нам вопрос. Кстати, вопросы нам можно задавать с помощью QR-кода, который периодически появляется вот в том углу экрана, вот буквально вот здесь. Вопросы, замечания, предложения периодически будем зачитывать, на них отвечать, их как-то комментировать. Но пока. Ормузский пролив действительно перекрыт, хотя вот мы во время предыдущей передачи отмечали, что не совсем понятно, не совсем ясно, вот перекрыт он, не перекрыт, потому что четких указаний, как в известном анекдоте, не было. Но вот 3 марта бригадный генерал Ибрагим Джабари объявил о закрытии Ормузского пролива и предупредил о решительных мерах против попыток транспортировки нефти из региона. Джабари заявил, что любое движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив встретит реакцию со стороны иранских вооруженных сил. Он также добавил, что целью могут быть и нефтепроводы. Про нефтепроводы мы напомним чуть позже, если позволите. У нас даже карта будет. И все сплошные недоговоренности. Какой будет реакция со стороны иранских вооруженных сил, не написано. Вероятнее всего, приветственные салюты. Да. Судя по опыту, там уже больше десятка танкеров встретили эти приветственные... Извините, простите, пожалуйста, за цинизм, но приветственные салюты. А вот 6 марта, это 3 марта, а вот 6 марта, мы с вами, кстати, все еще в 8 марте находимся, так вот, 6 марта Трамп заявил, что проблема судоходства в Ормузском проливе решена. Давайте цитату. Вот. Вопрос судоходства через Ормузский пролив уже решен. Мы уничтожили их флот, потому что, когда выводишь из строя флот, они уже не могут делать то, что собирались. Вопрос действительно решен, движения нет. Нет движения, нет судоходства, нет проблемы. Мне кажется, как-то так Дональд Трамп решил отнестись. Какое отношение к этому имеет флот? Напомню, что ширина фарватера возле берегов Ирана 24 километра. Этого вполне достаточно для того, чтобы артиллерийскими ударами прекратить движение. Давайте карту. Давайте карту. Вот тот кусочек, который, собственно говоря, слева у нас Персидский залив, в центре у нас Ормузский пролив, и справа у нас Оманский тоже залив. Вот два залива, и между ними Ормузский пролив. Что там он решил, какие проблемы, какой флот уничтожит. Вот кучка танкеров, красненькие это танкеры, если что, вот она, мне кажется, стоит и ждет чего-то, явно не послушав Дональда Трампа. Это, если что, сегодня в час дня сделан скриншот соответствующего ресурса, который отслеживает движение судов. Но может, мы чего-то не понимаем. Вот смотрите, можем мы чего-то недопонимать, какие-то непонятные вот эти вот карты. Может, там вот выключили все свои эти транспондеры, и их не видно. Давайте посмотрим, что сообщают со ссылкой на профильные службы, западные профильные службы. Давайте.
если можно, следующую цитату. Движение судов через Ормузский пролив сократилось в среднем со 138 судов в сутки до всего 2 за 24 часа, сообщает Объединенный морской информационный центр. В центре отмечают, что ни одно из 2 судов, прошедших через пролив, не было танкером. Это тоже 6 марта. Это когда Дональд Трамп решил проблему движения через Ормузский пролив. Нет движения, нет проблем. Прекрасно. Все решено. Да, два не послушались. Вот каких-то судна прошли. Подозреваю, что это были 2 иранских судна. Как-то иранские судовладельцы договариваются с руководством Ирана. Не знаю, как им это удается, но вот каким-то чудом им удается это сделать. Притом, я замечу, что 38 судов, это, понятно, не только танкеры. Из этих 138 судов в среднем танкеров обычно 24 примерно. Это и супертанкеры, это какие-нибудь там афромаксы, то есть на 600 тысяч измещением, на 600 тысяч баррелей. А супертанкеры это 2 миллиона и там чуть-чуть более. Вот. 24 из 138. Кто эти еще более 100 судов, которые не относятся к танкерам нефтяным? А мы поговорим об этом, потому что как-то все сосредоточились на нефти. Нефти. Все из-за нефти, как будто через Ормузский пролив больше вообще ничего не ходит. И ни на что он не влияет. Но сейчас еще одну цитату. Вот прям тут красота. Значит, так как Дональд Трамп решил проблему судоходства через Ормузский пролив, порешал. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, которое отвечает за соблюдение санкций, вот за это все, упростило доступ Индии к российской нефти. Ну, так как все нормально, судоходство, видимо, есть, то выдали разрешение на... На что выдали разрешение, давайте почитаем из цитаты. Министерство финансов США выдало Индии лицензию сроком на 30 дней для закупки российской нефти, которая уже находится в морских танкерах. В управлении по контролю за иностранными активами, созвучной аббревиатурой вот этой вот, Минфина уточнили, что лицензия распространяется на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые были загружены на любые суда до 5 марта включительно. Операции по продаже, поставке и разгрузке, доставке и разгрузке такого сырья разрешены до 4 апреля. В Нью-Дели просто праздник. Им разрешили покупать. Но они обратились, говорят, ребят, либо вы нам разрешаете, либо мы просто купим. Что это за суда, которые уже в море? О чем речь? По данным, которые распространяются, например, в Блумберге, в море сейчас находится порядка 140 миллионов баррелей российской нефти. Что это за баррели? Они вот в Блумберге и в ряде других изданий настаивают, что это баррели, которые в основном не могут найти покупателя. Ну, еще среди них есть баррели, которые идут в конкретную точку назначения, идти им теперь приходится дольше, поэтому в море баррелей становится больше. То есть отправили, идут. Одно дело, когда шли неделю, другое дело, когда идут 2. В море оказывается больше баррелей, когда идут 2 недели наши суда, чем когда они шли неделю, потому что обратно... Круизы вокруг Африки. Периодически приходится устраивать. Вот. То есть 140 миллионов баррелей. Но если посмотреть на подсчеты, которые делаются, опять же, Блумбергом и рядом других изданий со ссылкой на профильные организации, то количество танкеров, которые сейчас находятся в Персидском заливе, то есть не в Оманском заливе, которые могут куда-то еще поплыть, в Персидском заливе, примерно в 2 раза больше того объема, совокупная мощность танкеров, которые находятся в Персидском заливе. В 2 раза больше того объема нефти российской, которая сейчас, в принципе, находится в море. То есть из Приморска вышел танкер, и вот он идет. Он все еще в море. Он пришел. Все, он же не в море. Вот эти все танкеры 140 миллионов. А так где-то 280. Это совокупная, еще раз, мощность. Вот такая ситуация. Fox News предлагаю процитировать. Они прям все из одного информационного холдинга. Один Bloomberg сказал, так что... Значит, Fox News выдал тоже вот примерно, когда Трамп сказал, мы порешали,
Ну, Fox News, понятно чей, понятно зачем, понятно почему. А теперь мы контролируем большую часть мирового рынка нефти и выгнали китайцев и россиян с Ближнего Востока. Там они еще похвастались, что мы теперь контролируем Иран, мы теперь контролируем Венесуэлу, мы всех контролируем. Ничего в плане поставок в лучшую сторону не изменилось, изменилось в худшую сторону. Вот, и на это все смотрит КСИР, которые говорят, да? Что вы контролируете? А вы знаете, ой, там танкер пошел, который вам поверил. Ребята, остановитесь. Запускай салют. Ну и, конечно, поставки российской нефти в страны Ближнего Востока всегда были невероятно масштабны. Да. Разумеется, нет. Строго говоря, я мог бы сейчас заакцентировать внимание на ряде факторов, которые связаны с присутствием россиян на Ближнем Востоке. Но я сейчас не буду это делать, лишь ответственно заявлю. Они немножечко преувеличивают. Вот господа из Fox News о том, что выгнали китайцев и россиян с Ближнего Востока, они немножечко преувеличивают, особенно в текущих условиях. Это ладно. График. Мы давно не показывали график. Пора. Да. В общем, чтобы хорошенько проиллюстрировать, заявление Fox News, давайте посмотрим на этот график. Я думаю, уже понятно, что перед нами бензин. Да, в долларах за галлоны, но, в общем и целом, конкретная единица измерения в данном случае не сильно влияет на то, как график построен. Думаю, заметно, что где-то, на рубеже, где-то между январем и мартом что-то случилось. И график пошел вверх. Если что, это график, который заканчивается 3 марта. В следующий раз Управление энергетической информации при Минэнерго США обновит этот график 10 марта. Что-то мне подсказывает, что вот это движение вверх продолжится. Движение вверх продолжится, притом продолжится во многом продолжится пока умеренно, потому что в Соединенных Штатах ценообразование на бензин напрямую зависит от цены нефти. Если что, в России нет. В России такой взаимосвязи нету. В США есть. У них и на внутреннем рынке бензин продается в долларах, как неудивительно, и нефть у нас в долларах, поэтому у них прямая взаимосвязь есть. Примерно половина розничной цены – это нефть. Меняется цена нефти, меняется розничная цена на бензин. Я заметил, мы как-то показывали тут скриншотик, где почти 91 $1 за баррель. Судя по всему, если раньше было 60, а теперь 91, наверное, бензинчику придется подорожать. И тут избиратель внимательно смотрит на Трампа и говорит, погоди, стоп. Мы за тебя голосовали, потому что ты говорил, тебе, простой американец, все энергоносители будут невероятно дешевы. Дешевый бензин, дешевый газ, дешевое электричество, энергетическое доминирование, нефть по 40, 50 максимум. Мы за тебя проголосовали. Где? Вот при Байдене такие же цены были. И сейчас будут расти. Какой ужас. Трампа спрашивают, а скажите, растут цены на бензин? Они сейчас очень высокие. Да не высокие, говорит Трамп. Это временно. Это временно. Сейчас мы прям решим там вопросы, и тут же все подешевеет. И у нас, опять же, делают выводы. Вот видите, он как раз туда пошел, чтобы все подешевело. Друзья, я обращаю внимание. Смотрим на график. До того, как они поперлись на Ближний Восток, у них бензин стоил дешевле, чем он теперь стоит после того, как они туда поперлись. Внимание, вопрос. Они точно туда поперлись, чтобы бензин подешевел? Чтобы нефть подешевела? Чтобы нефти было очень много? Чтобы, видимо, ExxonMobil, Chevron разорялись? Показывали убытки, как, скажем, в 2020 году было, да? Они для этого туда пошли? Чтобы весь мир нефтью залить? И чтобы она была очень дешевой? Да? Вот эффект первой недели, пока просто закрыт пролив. А дальше закончатся резервуары, куда можно добытую нефть отправлять. А вот после того, как закончатся резервуары, придется снижать объемы добычи. Вот это самое больное, потому что это не кран с водой, вентиль направо, вентиль налево. Сразу не остановить, особенно если это морские месторождения. Столб воды давит, вы резко снизили давление, получили гидроудар со всеми вытекающими. И точно так же, не торопясь, он будет восстанавливаться, этот объем добычи.
То есть еще где-то одна неделя событий в том же духе, и нефти будет не хватать физически. Не логистически, как сейчас, а физически. Ее станут меньше добывать. И тут какой момент? Даже если будут извлекать нефть из стратегических запасов, ну, допустим, миллиард баррелей есть у Китая. Мы тут рады за Китай. Кстати, без шуток, крупнейший импортер. По 10 миллионов баррелей, а то и 11 в сутки импортирует. Так потом стратегические запасы надо будет восполнять, ну, когда все закончится. И это будет оказывать дополнительное давление на мировой рынок. Тут вот американцы успели распродать примерно 250 миллионов баррелей своих стратегических запасов. Сколько они уже их восполняют? С лета 2023 года? С лета 2023 года, что характерно, при Трампе какого-то ускорения не произошло. Медленно, не торопясь, закупают, закачивают. Скоро, правда, видимо, придется откачивать обратно, но это ладно. Закачивают, потому что если вдруг ускорить этот процесс, это окажет давление на рынок, цены поднимутся. А если все сейчас откупорят кубышку, то потом всем придется восполнять отобранные запасы.